Всем привет и добро пожаловать в новый видеоролик. В этом выпуске я расскажу про город Чэнду, в который я отправился на 5 дней. Также посетив город Лишань, чтобы увидеть гигантского лишаньского Будду. Но про это выйдет отдельный выпуск. Ну что, давайте начинать? Погнали! Как я уже говорил в предыдущем видеоролике, на поезд в Чэнду я не успел, и мне пришлось покупать авиабилеты. Купил я билеты в Alipay. Чек-ин получилось пройти быстро, так как там можно было сдать багаж и распечатать билеты вручную. Один билет стоил около 120 евро. Полет длился около 2 часов, и в стоимость билета входила еда. Во время полета всем выдали по набору, в который входила лапша с говядиной, овощи на пару, сок, банан и закуска. После приземления мы забрали багаж и отправились на линию метро, которая находится прямо под аэропортом. Сам Чэнду находится в 70 километрах от аэропорта, так что дорога до Чэнду на метро заняла час 20 минут. Чэнду является пятым по числу населения в Китае. Там проживает 14 миллионов человек. Чэнду считается самым главным городом в провинции Сычуань, а также известен тем, что это родина гигантской панды, которую как раз я и приехал увидеть. Также в провинции Сычуань находится множество красивых природных мест, которые я, к сожалению, не успел посетить во время поездки. Как только заселился в свой отель, мы отправились на улицу Чунси, и не пешком, а на велосипедах, которые можно арендовать через Alipay, просто сосканировав QR-код. Цена аренды велосипеда всего 1-2 юаня за 30 минут. Улица Чунси-Роуд – это одна из самых главных улиц города Чэнду. Там находятся торговые центры, рестораны, кафе и сувенирные лавки. В общем, много всего. Некоторые даже говорят, если ты не побывал на Чунси-Роуд, то ты и не побывал в Чэнду. Улица также известна пандой, которая карабкается по стенам торгового центра и пытается залезть на крышу, у которой надо сделать обязательно фотографию. Сейчас я нахожусь у моста Аншун. Погуляв по улице Чунси-Роуд, мы отправились посмотреть на мост Аншун, также на велосипедах. Мост является одним из символов Чэнду. Достопримечательность известна тем, что еще в 13 веке ее подробно описал в своих заметках о странствиях Марко Поло. Основная функция моста заключалась в том, чтобы соединять два противоположных берега, а также служить плотиной в период поднятия уровня воды в реке. Однако со временем мост начал постепенно разрушаться. Мост начали восстанавливать в 2003 году, и в итоге мост был восстановлен полностью в прежнем облике. Вокруг моста находится множество кафе и ресторанов, куда мы как раз таки заскочили поесть ужин. Там я попробовал один из местных деликатесов – перченую голову кролика. После ужина, точно так же на велосипеде, я отправился обратно в отель. На следующий день я отправился в исследовательский центр панд, купив билеты заранее в Alipay. Один входной билет стоит 58 юаней. Лучше всего их покупать заранее, так как их могут раскупить. Часть пути нужно было проехать на метро, а затем пересесть на трансфер, который везет на базу. Заповедник был создан в 1993 году. Там создана естественная среда обитания гигантских панд. Всего в заповеднике насчитывается около сотни медведей, что составляет половину от живущих в неволе панд по всему миру. В природе же их осталось всего около 1500 особей. Кстати, все панды принадлежат Китаю, и все зоопарки, у которых есть панды, арендуют этих панд у Китая за 1 миллион евро в год. Кстати, существуют не только гигантские панды, но и малые панды, которые очень отличаются от гигантских панд. В тот день было очень жарко, и большинство панд, к сожалению, сидело в вольерах.
что лучше всего ехать в исследовательский центр Пант весной, осенью, либо ближе к зиме, когда чуть попрохладней. После заповедника я отправился просто покататься по городу на велосипеде, чтобы увидеть еще некоторые достопримечательности. По пути я заехал в культурный парк Чэнду и парк Байхуатан. В парках находятся красивые храмы и здания в традиционном китайском стиле. Парк мне понравился тем, что там было тихо, спокойно, но при этом там было очень много людей. Никто никому не мешал и не шумел. Бабушки и дедушки танцевали. Это в целом очень популярно в Китае. Вечером пенсионеры танцуют в Китае на каждом углу. Я заметил, что китайские пенсионеры очень подвижные и спортивные. Бабушки танцуют и занимаются на тренажерах, которые установлены у них везде. Дедушки тоже занимаются на тренажерах, поднимают штанги и подтягиваются. После парка я отправился передохнуть в свой отель. Чуть позже мы с подругой отправились в район Куан-аллея и Цай-аллея. Это один из самых известных исторических районов Чэнду, где находятся здания, сохранившие архитектуру династии Цин. Там находится множество кафе, ресторанов. На той улице у меня получилось попробовать много всего. Например, мороженое со вкусом чая матча и один из самых известных деликатесов китайской кухни – свиной мозг. Погуляв по историческому району, мы отправились в Хотпот, где я так объелся, что еле доехал на велосипеде до отеля. Кстати, сычуанская кухня известна тем, что туда очень любят добавлять много чили, поэтому большинство блюд очень острые. На следующий день после завтрака я решил посмотреть на глобальный центр Новый век, который является самым большим зданием в мире, и бамбуковые фонтаны. Глобальный центр Новый век признан самым большим зданием в мире. Его площадь 1 760 000 квадратных метров. Длина 500 метров, ширина 400 метров, а высота 100 метров. В здании находятся торговые площади, автосалоны, офисы, конференц-залы, 2 коммерческих центра, 2 пятизвездочных отеля, кинотеатр IMAX и аквапарк с искусственным пляжем на 5000 квадратных метров. Строительство здания заняло 3 года. Здание открылось 13 августа 2013 года. Этот центр просто поражает своими размерами. Погуляв по глобальному центру, мы пошли в торговый центр, который находится через дорогу, а недалеко от него установлены бамбуковые фонтаны, которые днем выглядят как обычные фонтаны, но вечером создают неописуемую атмосферу. Лучше всего за ними наблюдать, когда на улице уже темно, так что мы решили вернуться в глобальный центр, чтобы поесть. И затем немного погуляли по подземному торговому центру, который полон разных бутиков. Торговый центр также поразил своим внутренним дизайном. Такое ощущение, что ты находишься в каком-то другом мире.
Когда зашло солнце, мы пошли в сторону фонтанов. Высота фонтанов составляет 40 метров. Ночью они переливаются в разные цвета и создают ощущение, как будто ты находишься в какой-то космической видеоигре. У фонтанов уже к тому времени собралось очень много людей, и поделать фотографии у фонтанов было очень тяжело. А теперь предлагаю насладиться этими прекрасными видами. После фонтанов я поехал в отель, еще полюбовавшись на переливающийся глобальный центр Новый век. На следующий день я отправился исследовать древних Будд в город Лишань, но об этом я расскажу уже в следующем видеоролике. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Буду очень благодарен за активность. Пишите в комментариях, какой из достопримечательностей города Чэнду вам понравилось больше всего. Ну что, увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока.